Всем привет! Сегодня у нас с вами первая пересадка орхидей моей сестры. Начнем с самого легкого. Сейчас вы скажете: ну, Ирина, мы ждем очень долго этой пересадки, вот этой здоровенной барышни. Ну, знаете что? Вот именно для этой орхидейки я уже дала ровно неделя, как она находится у меня, эта орхидея. И она еще пока привыкает к моим условиям. Я пока на этой орхидее не вижу растущих кончиков. Вот как только какие-то вот корешочки начнут немножко трогаться в рост, именно поверхностные корни, которые находятся в воздухе, вот тогда я с удовольствием возьмусь за ее пересадку. Конечно, хочу вас поблагодарить. Какие же вы у меня активные! Я очень-очень этому рада, и за что вас благодарю. И хочу вам сказать, что в голосовании приняло участие огромное количество людей, которое высказало свою точку зрения. Кто-то был за интерьерную посадку в шикарную, красивую, стеклянную напольную колбу, а кто-то был за то, чтобы эту орхидейку омолодить. Самое главное, что вы, высказывая свою точку зрения, аргументировали именно ее. Давали пояснения, почему вы так думаете. То есть вы писали огромные, большие, расширенные комментарии. Вы знаете, вот что мне нравится, это то, что мы вместе с вами научились анализировать именно то, что необходимо в данной ситуации сделать. И это очень-очень круто. Значит, все не напрасно, значит, все не зря. А сегодня за пересадку маленькой орхидеи. Я принимаюсь за это дело. Почему? У нее начинают раскукливаться корешочки. Смотрите, видите? Я когда принесла эту орхидейку, у нее корешочки были полностью закуклены. На поверхности раскукливаются корни. Поэтому вперед и с песней. Этой орхидее необходимо поменять горшок. Для этой маленькой орхидеи горшок диаметром 16, вот этот объем, он очень большой. Орхидейка не хочет правильно расти. Она теряет листочки, корневая система не очень хорошо осваивает горшок. И нет той динамики необходимого роста, который должен быть у этой орхидейки. Я вам всегда говорила, вот ошибочно пересаживать маленькие орхидеи в слишком большие объемы. Им очень тяжело. Вам очень тяжело в уходе за этой орхидейкой. Много грунта на уровне маленьких корней. Как вообще с этим справляться? Да? Как понять вот эту золотую середину? Много грунта, как же не переувлажнить? А корней-то мало. И понимаете, и думаем, когда же этот грунт просохнет, когда же пора поливать. За это время уже орхидея 100 раз успеет повысохнуть. Именно корешочки, те, которые в грунте. Поэтому каждой корневой системе мы подбираем горшочек, объем соразмерно именно этой корневой системе. Все, вступительное слово не короткое, но зато оно очень важное и содержательное. Все, поехали. Ну что, начинаем мы. Увлажнен немножко мох. Я вчера по поверхности вечерком увлажнила ей вот здесь мох, чтобы мне потихонечку, аккуратненько, не травмируя корни, начинать пересаживать эту орхидейку. Ну что, поехали, красавица. Покидаем мы горшок. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, какова корневая система. Конечно, ну, девчонки, ну, смотрите. Вот столько корней на такой объем горшка. Не-не-не-не-не, это не наша с вами история совсем. И вы знаете что? Я сейчас вот, после того, как я достала орхидейку из вот этого горшка, я понимаю, посмотрите, достаточно хорошая кора. Я думала долго, думаю, придется мне менять кору, не придется. Смотрите, что я сейчас буду делать. Вот все, что вы сейчас видите, пойдет в посадку для этой орхидеи. Но объем горшочка всего лишь 0,7 литра. Это, знаете, такие переходные горшки, в которые я очень часто пересаживаю орхидейки в такие недолговременные посадки. Это будет самое то. Вот посмотрите, вот. Я сделаю немножко тесноту корешкам, они как бы разопрутся о стенки горшка, как обычно, да, в контур войдут нужный. Около стеночек они лягут, и будет все хорошо.
Так, ничем обрабатывать не буду, ничего делать не буду. Здесь, смотрите, вот отросшие корни, вот сейчас на орхидейке, они очень хорошо выглядят. Листики нижние – это орхидея теряла. Почему? Смотрите, много раз вам рассказывала, что все-таки, по моим наблюдениям, на орхидее присутствует ярусность питания корней. То есть определенные корни питают определенные листья. Вот смотрите, корешочки более в верхнем уровне ствола, они питают верхние листья. А все то, что вот это вот сухенькое и уже давно пропало, следом за собой потянуло и потерю нижних листиков. Я вам, знаете, вот я всегда, то, что я замечаю на растениях, я всегда вам поясню и объясню. Зачищаем сейчас мы вместе с вами все вот эти чешуечки. Так, дальше. Я убираю, ну, кто-то не срезает, я срезаю такие вещи. Здесь ствол, вот этот сухенький сухарик, он мне как бы ни туда, ни сюда. Я сейчас постараюсь вот не сильно, но укоротить его где-то на полсантиметра. Да, вот видите, он какой сухенький, серенький, совсем не жизнеспособный. Вот, так. Дальше смотрим. Тут даже, вот смотрите, она цвела. Вот у нее тут старый цветонос. Можно еще срезать спокойно. Еще срезаем. Слушайте, ну, как мне нравится, конечно, когда я делаю пересадки с моим помощником-оператором, я хоть могу вам показать все то, что действительно я делаю. И вы вообще пристально, внимательно можете это все видеть. Так, смотрите, какая красота. Еще вижу, что нужно снимать. Теперь в эту сторону я пытаюсь убрать эту серость с плохими корнями. Смотрите, тут, в принципе, вот это вот тот уровень, который у меня пойдет в посадочку. Так, вот здесь уже хороший корешочек. Можно, знаете, буквально еще чуть-чуть. Сразу не чекрыжьте пенек. Постепенно, потихоньку добирайтесь до такой хорошей живой ткани на орхидее. Вот, видите? Все. Сухенький. Здесь, смотрите, вот уже можно сказать, что здесь ткань, она уже достаточно хорошо просушена. Видите, в уровне пенька. Ну все. В принципе, я сделала то, что было необходимо для того, чтобы мне все-таки сделать такую посадочку в уровне верхних корешков, чтобы орхидейка вот этими корешочками хорошо, надежно врастала в грунт, цеплялась и за жизнь, скажем так. Дальше я подчищаю вот эти чешуечки, но тут практически нечего подчищать. Вот здесь вместо старого цветоноса тоже. Смотрите, меня спрашивают, а смысл закрывать, например, воском вот эти такие цветоносы? Девчонки, если вот они такие дырявые, как вот с этой стороны такая дырочка, вот в дырки попадает часто поливочная вода. Не дай боже такому случится, вот, и эта вода через дырку по цветоносу протечет к шейке. Нам этого не нужно с вами. Совершенно. Разместила я сюда, вот в это кашпо. И смотрите, у меня чистая вода в распылителе. Увлажняю корешочки верхние. Обязательно это нужно сделать. Ну и заодно там просто нижние увлажняются сами собой. У меня сейчас цель увлажнить воздушные корни, которые есть на растении. Дальше, вот сейчас она немножко у меня постоит с увлажненными корешочками. Я возьму зеленку и закрою вот это место среза, вот здесь, просто зеленочкой, ничем другим. Там сухо, там не нужна нам с вами цементируемая основа. Теперь что я делаю? Я выбрасываю старый мох. Почему я его выбрасываю? Потому что мох очень сильно, он адсорбирует и оставляет на себе соли, которые содержатся в воде. У нас очень жесткая вода, поэтому вот этот старый мох, он, знаете, он правда, вот я его беру, он как будто весь засолен. Я его уберу, поменяю его просто на чистенький новый мой мох. Вот, пожалуйста. Ну, все будет вам показано в процессе. Теперь я что делаю? Все вот это то, что я срезала с растения, я все убираю. Я в горшочек. У меня там есть дырочки, вот здесь две. Вот пусть они так и будут. Беру керамзит из ее посадки, кладу на дно,
керамзита пару сантиметров. Вот как выглядят корешочки. Они достаточно хорошо увлажнены. Вот, пожалуйста, рассматриваем. Место среза покрыто зеленочкой. Вот это вот на кончиках тут сухая оболочка корня. Ничего не срезала, ничего не трогала. Это только сухая оболочка корня. Никакого гниения там нет. И что, поехали, как обычно, как я это делаю. Немножко собираю корни. Направляю их в посадочку. Очень аккуратненько. Ничего не тыркаем, не запихиваем. Очень аккуратно. Немножко можно вот так вот, как бы вкручивая растение, вот так ее присаживать. Смотрите, видите? И не нужно никакого большего объема горшка. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Переворачиваю вам, смотрите, потенциально у орхидеи есть куда растить корни. Все, не нужно ей больше, иначе она у вас так и будет. Нижние корни будут пропадать. Вот, она будет делать листозамещение в результате того, что корешочки пропадают. Понимаете? И вы будете пытаться что-то придумать ей и не понимать, что происходит с растением. А всего-навсего ей большой горшок. Вот и все. Так, у нас, смотрите, она как хорошо присела, вот прям нужный уровень. На дренажный слой керамзит я устелила увлажненное волокно, которое просто сделала таким хаосом, заплела в такое очень рыхлое такое гнездо и положила на керамзит. Все, выравниваю растение. Можно, иногда я, смотрите, что делаю, запускаю руку в посадку. И вот как бы немножко пальцами раздвигаю корешочки, как бы немножко присаживая растение. Вот она еще лучше села. Посмотрите, видите? Все. И теперь мы вместе с вами используем в посадку, посмотрите, только ее кору. Кора обалденная. То, что мне не нравилось, я убрала. Но тут она вся хорошая. Плоскую вот убираю. Та плоская кора, которая меня совсем не интересует. Вот она совсем, непонятно что. И мох заодно старенький. А все то, что имеет объем, кора я имею в виду, вот она меня очень-очень интересует. Самые крупные кусочки туда вниз. Уровень корней закладываем аккуратненько. Так, здесь корешок раскукленный. Чтобы не тереть его о стенку горшка, с ним нужно очень деликатно поступать. И вот так. Смотрите, эта посадка будет практически незаметна для этой орхидеи, потому что вся та кора, которая у нее была в посадке, она возвращается на место. Ничего нового я не добавляю в посадку для этой орхидеи. С одной стороны мы все вместе с вами уложили. Немножко протрясаем горшочек. Видите, она хорошо уходит куда нужно нам. Немножко мы равняем растение. И с другой стороны добавляем кору. Можно самый крупный кусочек, да, вот сейчас я это и делаю, вот туда беру пинцетом кору сухую и туда под место среза. Сейчас еще что-нибудь отыщу более такое большое. И под место среза. Вот туда. Можно взять вообще самую сухую новую кору и туда под место среза. Опять равняем. Встряхиваем, добавляем коры. Теперь мы добавили коры. Теперь я беру немножко мха. Видите, она немножко, конечно, смещается. Это все мелочи. Все это поправимо. Начинаете втрясать кору, делаете нужное вам расположение растения, выпрямляете ее, и все у вас получится. Я беру мох вот такими вот небольшими островками, я его увлажняю, это новый мох, и вот сюда простилаю, вот по стеночкам, туда, в посадку. Так получится, что мох у меня будет где-то в среднем уровне посадочки. Я тем самым буду держать влажность грунта, располагая мох в среднем уровне. Не только на поверхности, да, но и в среднем.
Это можно делать, особенно для маленьких растений, потому что, вы знаете, маленьким растениям нужны достаточно влагоемкие посадки с влагоемкими компонентами и с мелкой корой. Так, с мхом я закончила. Теперь я присыпаю всю оставшуюся часть посадки вот всем тем, что у меня есть на поддончике. То есть весь старый грунтик. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, как легла корневая система. Где-то мне пришлось немножко деформировать горшочек, проложить прям, знаете, так, очень настойчиво кору туда просунуть, для того, чтобы убрать сильно большие воздушные карманы. Корням вы не навредите, потому что вы увлажнили. Если вы вот именно пересаживаете, как я это делаю, да, вы видели, что я увлажнила корешочки, чтобы они стали мягенькими. Видите, уровень шейки, где сейчас у нас, да, она как бы совсем не на кочке располагается, а она располагается именно так, как я задумала. И сейчас на поверхность этой посадочки у меня обязательно пойдет мох. Если у вас нет мха, девчонки вот мне пишут: Ирина, ну нет мха. Девчонки, ну возьмите кокосовые чипсы. Я уже вам показывала вот именно то, что можно заменить их, мох вернее, кокосовыми чипсами. Только предварительно обязательно промойте кокосовые чипсы. Все-таки солевой состав, из-за того, что кокосовые чипсы моют в море, когда их производят, вот, там очень большое количество солей именно в кокосовых чипсах. И поэтому я что делаю? Я мою в 4 водах, в 5-й воде замачиваю на ночь чипсы. После того, как проходит ночь, я сливаю всю водичку и еще разочек промываю. Потом сушу естественным путем. Ни в каких там печках, ни в каких духовках сушить чипсы не нужно. Естественным путем. Сейчас у нас батареи. Знаете, как помогают хорошо высушивать промытые грунты? Все. И теперь на поверхность у меня идет увлажненный мох. Обязательно увлажняйте. Ох, пылит он. И нам совершенно, вот знаете, пылит так сильно, что потом нос... Он так чешется, вы не представляете. Поэтому увлажняйте, не нужно нам это вместе с вами. Все с одной стороны. Слой не маленький, такой, не так, чтобы все просвечивалось, но и не сильно большой. Первый полив этой орхидеи будет какой? Во-первых, он будет через 2 суток только, не раньше, не через сутки. Почему? Потому что вы видели, в посадку пошла кора, которая уже имеет определенный уровень увлажненности, потому что эта кора вся из ее старой посадки. Во-вторых, я увлажнила корневую систему достаточно хорошо. Вы видели, что корневая система перед посадкой была достаточно влажной. Через 2 суток, вероятно, я возьму либо циркон 1 каплю на пол-литра, либо я возьму стимул 2 мл на 400 грамм водички методом погружения горшка в воду. На 20 минут я сделаю первый полив этой орхидеюшки. Так, сейчас я, знаете, что сделаю? Возьму вот этот тоник Боне-Форте с янтарином и витаминами. Хочу листочки протереть. Посмотрела, листочки очень такие чумазоватые. Я протру листочки, это как антистресс, янтарочка пойдет у меня после пересадочки. Не бойтесь, по листьям после пересадки возможно делать вот такие вот вспомогательные, помогающие обработочки. Ну все, готово. Ничего, в принципе, замудренного, все очень легко, все очень просто. Просто подробно для вас все снимается. И, конечно, если бы не было видеокамеры, я бы все это сделала буквально за 5 минут. Но я должна объяснять и показывать. Корневая система, вот как она выглядит. Она видна со всех сторон. Где-то больше, где-то меньше. Всего этого достаточно. По поверхности, вот, пожалуйста, мох где-то в сантиметре от шейки. Надеюсь, пересадочка понравилась. За мной
пересадочка вот этой вот лошадушки. Не знаю, когда сделаем, может быть, еще через недельку я посмотрю. Вы знаете, у нас там кое-какая возникает проблемка. Такое ощущение, что появляется цветонос. Девчонки, я не знаю, я до сих пор считаю конкретно ваши комментарии, которые были за интерьерную посадку, либо за омоложение. Вот. Ну, где-то, знаете, наверное, 55% за омоложение и 45% за интерьерную посадку. Где-то так будет происходить и получаться. Все, вот эта орхидейка у меня будет стоять вот так. Дренажные дырочки на дне внутреннего горшка есть. Вот, пожалуйста. На этом я сегодня заканчиваю интересную, я надеюсь, познавательную, увлекательную пересадку маленькой орхидеи с подробными пояснениями и объяснениями. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока и до новых встреч!